Всем здорово! Начинаем снимать вторую серию фильма «Волчье логово. Сруб дома в Воронеж из сибирского кедра». Продолжаем двигаться дальше. Относительно первого видео, что у нас произошло? Мы поднялись на несколько винцов, сделали леса. Погода у нас тут уже минус 20 градусов было. Ноябрь, прохладно. Вот. Ну и подошли мы сейчас к тому, что делаем заезд, про который я говорил, для машины. Навес, заезд, как его назвать. Ну и подготовили эксклюзивные столбы, перекрываху на них. Сейчас покажем, какой у нас здесь процесс идет, что нового. Становится точкой, с ручки не стежок со стежком. Шьют твое тело с душой и огоньком. Здесь за решеткой начальник, полковник. Моя свобода — это радиоприемник. Я свободен, словно птица в небеса. Я свободен, я забился начисто. Никому просто так не дается свобода. Из нее нет выхода, и в нее нет входа. Создан для того, чтобы чай был черней. Понятно, когда и себе налей. Я участвую в каком-то сидячем марафоне. Хорошо есть приемник в магнитофоне. Я свободен, словно птица в небесах. Серега хороший, обычный. Хватит. Сколько сейчас? 35. Вот такие дела. Ну вот, столбики у нас тут подготовлены, двухметровые, 60 диаметра, оквадраченные. Это уже под верха мы делаем, затесы. Значит, на контрастах маленько пробуем сыграть, так как здесь у нас диаметр сейчас где-то 36-38, основной сруб. Вот. Ну и 60-ки, вот эти, я думаю, они должны как-то контрастировать маленько. Это у нас остатки от постенбима. То есть, естественно, если мы готовим ассортимент 36-38, у нас таких бревен не будет. То есть хорошо, когда есть что-то, из чего выбрать, подобрать. Вот, чтобы поинтереснее зазвучало все. Сучки тоже удачно получилось, что именно вот эти палки от постенбима у нас остались большого диаметра. Вот, и сучочки все фактура. Вот сейчас мы ее поставим. Здесь у нас подготовочка произошла. На местах, где будут установлены, уже мы видим подкладки. Это компенсация. То есть сюда, за место них потом будет домкрат установлен. Вот. В чем это плюс? Возвращаемся к пособию. В чем плюс этого метода? Что мы столбы режем сразу в размер, в идеальный. Вот. То есть обычно, как мы раньше делали, столб ставится на протеску, чтобы не париться, чтобы вот этим не заниматься. И потом столб торцуется. Вот, то есть приехали, там поставили даже вплоть до того, что уже на фундамент. Вот, взяли с собой домкрат и уже на месте уже спилили столб как надо и вставили домкрат. То есть это упрощает. Вот здесь приходится делать сейчас вот такие подкладухи. Ну тоже в принципе нормально, из доски их скрутил, набрал нужную высоту. Все просто. Вот. Леса еще будут сейчас у нас играть функцию распоров, чтобы столб стоял, не падал.
чтобы сильно много не крутить всяких подкосов, не травмировать фактуру, не травмировать дерево на столбе. Поэтому будем вставлять внутрь и просто прикреплять к лесам уже столб, чтобы он не шатался. По примыканиям столбов к перекрывахе есть очень много вариантов, как это делается. Или в русскую чашку просто причертить, или в канадскую причертить, сделать затес, или как post and beam, оквадрачивание, чем вот мы сейчас занимаемся. Я решил сделать так, потому что это какой-то интерес представляет. То есть просто прирубание в чашку, где потом возможно открытие щелей. И эстетически, то есть в данном варианте не очень хотелось бы видеть. Поэтому делаем post and beam. 35 квадрат сейчас делается. У нас сечение. Здесь будет квадратный шип. Папа, он будет вставать в перекрываху. В перекрывахе будем гнезда делать. Вот, то есть такой вариант. И плюс еще что у нас? У нас здесь будет очень дикий стиль. Дикий стиль. Именно в перекрывахе и вот в этих столбиках. То есть вот мы видим, что у нас здесь. Это моща, сучок. Перекрываха у нас вообще, сейчас покажем, она просто из-под лопаты. Вот тоже вся в сучках, толстая. Это будем так оставлять. То есть на выбор заказчика, может быть, он захочет все это убрать, соскоблить, но нам понравилось именно в таком варианте. Вот, что сруб у нас шлифованный, гладенький, чистенький, красивенький, желтенький. Все будет. И на фоне этого будут стоять мощные вот такие столбы с сучками. И не ошлифованная такая вся куски коры там на перекрывахе. Сучки большие. Вот, посмотрим, как будет смотреться. Ну, если захочет, то всегда можно все это убрать, сошлифовать. Еще один нюансик, который сейчас будем внедрять. Может быть, вообще он потом дальше пойдет в свет, так скажем. Это неравномерность столбов на входных группах. То есть обычно что там? Ну вот столбы там 1, 2, 3, вот все на одном уровне. Там вверх тоже пошли. 2 повыше на одном уровне, 2 пониже на одном уровне. Вот сейчас будем делать все 3 на разных уровнях. Вот так, чтобы это сильно перебора не было, делаем небольшие перепады. Вот, на 7 сантиметров примерно. Один будет высокий самый, вот здесь стоять. Потом пониже на 7 сантиметров следующий. И крайний тоже на 7 сантиметров. То есть перепад в итоге 15 сантиметров. Для чего это делается? Для того, чтобы сохранить массу на перекрывахе. На длинномере, который у нас ляжет вот на заднем плане. Из-под лопаты. Мы его сохраняем максимально. Вот, максимально массу. Сейчас подойдем, посмотрим, покажем. То есть обычно что происходит у нас, когда мы делаем оквадрачивание, затесы, чтобы ускорить процесс, чтобы меньше возни там потом и при сборке, и вообще. То есть, чтобы все, человек хочет, чтобы было все быстро и, как говорится, выхлоп был с этого. А делается следующее. Берется вот это расстояние, вот оно, это у нас затес. Вот здесь сантиметров 30. И это расстояние переносится потом на комель. То есть просто отбивается шнуркой вся длина общая. И у нас все 3 вот этих затеса, они на одном уровне. А что у нас происходит с комлем? То есть если здесь мы видим, что 30 это нормальное расстояние, массы хватает. Вот. Вот здесь, кстати, вот здесь будет гнездо. Здесь будет посадка. Вот так придет наш 35 квадрат. Вот. И что у нас происходит здесь на комле, когда мы стандартно вот так подходим? А происходит то, что здесь затес, если посмотреть с торца, 30 сантиметров, это пол бревна практически. Ну, чуть больше. Может, вот так. То есть масса, выбираемая под затес, она смешная на этом комле. То есть переруб, это в голове сразу возникает зачем.
То есть убрали такую классную массу кедровую, там, не знаю, неважно, сосновую, там, еловую или прочее. То есть гармония в строительстве какая-то должна быть, целесообразность, там, я не знаю, подчеркнуть этот комель. Вот. А его снесли просто в хлам. В середине тоже уберется, тоже будет вопрос в голове. Будете смотреть на эту входную группу, будет вопрос, зачем, то есть что, надо же сохранить. Тем более длинномер там, ну как. И в итоге, ну, как бы чудес тоже не бывает. То есть надо же как-то тогда снивелировать, получается. Тогда снивелировать придется столбами. То есть неравномерность высоты столбов. Вот посмотрим, как будет смотреться. Сами еще не делали никогда. Будем пробовать. Серега говорит, надо снять, говорит, эти сучки. Но вот такие рога остались. Это редко бывает. На самом деле, когда заготовитель готовит бревно, все это спиливается. Плюс они, когда падают, все это отламывается. Вот. Ну, как-то я не помню, мы попросили, чтобы сильно не резали сучки. Вот, и нам привезли именно вот такие. Есть вообще ежики. Прямо ежики все. И долго думали. То есть, ну, сейчас в таком варианте так останется. Вот. А есть один способ, один вариант, который я тоже так вот пришло мне на ум. Потом расскажу, как их применить. Вот, чтобы они, если у вас палка вся ежиками, и вот такие сучки торчат, вот, ну куда ее поставить? Да как бы и никуда, то есть она такая и очень специфичная и непонятно, то есть как она будет смотреться, цепляться за эти сучки и так далее. Вот. Но есть один вариант, мы применим обязательно в дальнейших, на следующих срубах. Вот. Но пока вот в таком варианте это бревно, значит, по эксклюзиву еще будет у нас здесь рогатки, мощные разветвленные бревна. Заказчик одобрил. Вот. Тоже такого я как бы мало где видел, кто применяет. Но все 4, здесь 4 столба, входная группа пойдет. Все будут вот такие вот как пятерня, грубо говоря, разветвляться там вверх. Вот. Будем устанавливать. Тоже большие, на комле 60 диаметра бревна. Вот так. Продолжаем разговор. Итак, на этой стадии у нас сейчас идет подготовка к постенбиму. Значит, входная группа. Здесь еще ничего нет, как мы видим. Снега, тут все затоптано, затрамбовано. Это все будет вычищаться. Ставятся пеньки. И уже будем входную группу 4 столба, там выносы и так далее пойдет. Сейчас ждем от проектировщика чертежей. Ну а мы что тут сделали? Мы сделали вход в дом центральный
главные, так скажем, оформили. Это столбы, перекрываха, девятка, длинномер. Значит, верха протесаны все в один уровень. И также эти верха будут являться низами второго этажа. То есть оконных дверных проемов шириной 26 сантиметров. Вот. Ну и, соответственно, потом будем устанавливать столбы. Также в них же такие же будут плоскостя или плоскости. Навес, въезд в гараж у нас готов. Сейчас тут все завалено, тоже все в снегу. Поэтому не полезем туда. Там еще тень. Вот. Но видно, что столбы сучками развернули куда надо. Сучки у нас на верхней палке тоже торчат торчком. Вот. Все красиво. Сейчас пойдем вовнутрь. Посмотрим, как у нас вот эти два столба стоят. Внутри вот эти все там перегородки, тоже мощные столбы, как сформированы. Вот. Ну так, немножко картину еще покажем, что сейчас происходит. Вот. Потом будет очень много работы по подготовке к постенбиму. То есть, как я уже сказал, это вычищение вот здесь всего грунта до пеньков, установка пеньков. Обвязку сделаем из пятерки. Дальше поставим столбы, рогатки наши эксклюзивные. И будем уже верхом заниматься, кровлей. Ну вот сюда вот сейчас заходим. Здесь что мы видим-то? Что пригодилась наша обвязка из осины. Здесь сейчас установлены домкраты. Потом здесь будут компенсаторы, шпильки. С гайками будем крутить, чтобы у нас усадка сруба позволяла все это осаживать. Почему здесь компенсаторы, а не есть вариант, когда просто можно поставить столб, завести его, допустим, в перекрываху, вот, и все, и он будет стоять, и под своим весом, когда сруб будет усаживаться, то есть это вот так на канатце, грубо говоря, сделано, похоже что-то. То есть при усадке сруба все будет автоматически опускаться, скользя по столбу, по направляйке там. Здесь нет, здесь почему не сделано, почему здесь домкрат? Потому что здесь силовая конструкция. То есть здесь у нас постенбим встает вот на эту стену. Вот. То есть, чтобы у нас потом не прогнулась наша девятка, вот эта перекрываха, когда на нее ставят столбики, там все. То есть для этого здесь у нас жесткая должна быть опора. Вот. Поэтому будут здесь домкраты 2 штуки, шпилька 30-я. Все жестко. Идем дальше. Ну, вот здесь 2 мощных столба, вот эти вот наши, так скажем, которые позволяют сделать комнаты без перерубов, так как если здесь, к примеру, стенки рубить, то это лишняя кубатура, ну, за что платить не хочется, лишние крестики, да, вот эти вот кресты, которые, остатки должны выходить, чтобы угол скрепить. Вот, поэтому это столбы, вот они мощные, 60 сантиметров, плоскости больше 30 сантиметров, вот они, что позволяет здесь хорошо сделать звуко-шумоизоляцию, утепление. Соответственно, блок вот здесь дверной встанет один. Там у нас спальня. Здесь у нас блок номер 2. Сюда прихожка пойдет. И здесь дверь номер 3. Либо дверь номер 3 будет оттуда, вот, откуда Серега снимает. Здесь санузел протесанный. Вот. Все это будет в каркасном варианте. Ну, в принципе, довольно удобно. Единственное, что все это у нас усаживается. То есть здесь у нас домкрат. Здесь у нас тоже будет домкрат. И еще при входе, как я уже сказал, там тоже 4 домкрата, то есть по 2 под столб. Довольно много. Ну, это особенность конструктива, особенность того, что у нас все оси силовые, на которых будет стоять постенбим, они находятся вот как раз над столбами. То есть подпорные вот эти балки, все они должны быть усилены. И просто так вот поставить столб, и чтобы, ну, он заходил туда, когда будет сруб осаживаться, под своим, как говорится, весом опускаться. Вот такого здесь нельзя сделать. Иначе, как я уже сказал, все прогнется вверх, вот, и может поломать конструкцию. Над залом у нас будет нависать вот такая эксклюзивная палочка. Бревно, видно, что оно серенькое. То есть оно у нас лежало в штабеле года 3, наверное. И сейчас вот оно дождалось своего часа. Вот, мы его сюда прирубили. Палка жизненная, палка прямо вот
мы видим, что это прям вот оно. Жизнь леса, сучки. То есть не просто вот все, если так вот, ну, поснимать, мы видим, что у нас сучочки маленькие, практически их нету, где-то шишки большие, да, в кедре. Но вот прямо вот так, чтобы вот оно, в лесу растет ветки. Такого, в принципе, нету. Ну, а сейчас оно здесь есть. То есть видно, что прям в лесу есть такие вот ветвистые, классные бревна. И это будет, я думаю, хозяину напоминать, будет смотреть, напоминать именно лес, сибирский лес. Навес под машину готов у нас, ну, в рубленном состоянии, без крыши, без сборки, естественно. Вот, все это тут непонятно, и снег, и леса, все пока ничего не видно толком, что здесь происходит. Вот так просто образ, что здесь у нас мощные столбы, вот они сучкастые, красота, 65 сантиметров в диаметре. Высота здесь около 2 метров, чуть больше, в низкой части, то есть крыша односкатная. Вот, так что, ну, в принципе, человек, там машина заедет, я не знаю, отсюда она или отсюда будет заезжать машина. В принципе, наверное, этого хватит. То есть по проектированию, вот, по проекту мы все сделали. Вот, и там, наверное, все это будет как-то уже вписываться. И комли здесь у нас вот торчат из сруба, выходят. И вот эти палки длинномерины, семерки. То есть вот это и та тоже второй вынос. Это все семерки, 7,50, по-моему, даже. Вот. И они выходят туда, вот здесь Серега стоит, они туда выходят с такими юбками здоровыми, прикольными. То есть все это откладывалось, 3 года они у нас лежали в штабелях, вот сейчас пригодились. Вот. Ну и, соответственно, вот палка, самая главная, 9-ка, которая не ошкуренная, не оскобленная, так скажем, из-под лопаты. Вот. Но ее тоже не видно, поэтому будем дожидаться сборки, вот, чтобы все уже показать в своей красоте, в своем существе. Чтобы торт раскрыть в самом существе.